Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам свои покупки из последнего обзора в Леруа Мерлен, город Ростов-на-Дону, улица Доватора. Ссылочку на это видео, как всегда, оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. А это 3 мои новинки, 3 мои покупки из последнего обзора. Сейчас я вам все их покажу. Они у меня уже находятся 2 дня, поэтому полиэтиленовые или целлофановые пакеты я уже сняла, чтобы не шуршать на камеру. Протерла у них листики, пока больше с ними ничего не делала. Ну, я так делаю всегда, и в процессе сейчас показа я вам буду об этом и рассказывать. У 2 орхидей названия есть. У одной нет. Я ее пока отставлю. Там на заднем плане еще стоит одна желтенькая орхидея. Я вам о них расскажу вместе. А это... Ну, что-то мне захотелось таких желтеньких, оранжевеньких, каких-то яркеньких. Ну, всем, наверное, хочется лето. Тем более, что у нас в этом году удивительно, по-моему, уже 4-й день минусовая температура. Минус 12 для нас это очень холодно. И даже когда я их купила, было минус 5, мне пришлось их упаковать в больших 2 пакета, прямо один в один, девочки. Хорошо, девочки у нас хорошие в магазине, продавцы. Просто сами предлагают даже упаковать орхидеи, выносят нам бесплатно эти пакеты. Кстати, у меня кто-то спрашивал, откуда вы знаете, когда привоз орхидей? Напоминаю, что в Леруа на Доватора есть группа в WhatsApp. Если кому-то интересно узнать это, пожалуйста, напишите мне под видео свой телефон и напишите «добавить в группу». Я добавлю, и вы тоже будете знать, когда привозят орхидеи. Они нам всегда это пишут. Но давайте конкретно уже о цветочках. Не сильна я в английском, и все это знают, поэтому просто название вам показываю. Вот эти 2 орхидеи были с очень влажными корнями. Даже за 2 дня, видите, вот здесь видно, что просох немножко грунт, а здесь еще грунт влажный. Это орхидеи от GMP, польский поставщик, и у них всегда на горшке пробита дата посадки орхидеи. Многие пишут, что «а у нас этого нет», но вот GMP всегда пишет, и это понятно и приятно. Значит, она была посажена 18, 12, 19 года. Ей буквально год и там, почти 2 месяца. Вот за это время они нам умудряются вырастить большое взрослое растение. И как мы видим на этом растении, вот они закрученные листики. О гормонах я вам уже рассказывала, ссылочка тоже будет. Здесь обязательно применяются гормональные препараты роста. Поэтому просто орхидея не успевает клеточно вырастет эти листики, они у нее загибаются, здесь тоненькие, там толстенькие. Ну, в общем, об этом вы уже все знаете, об этом я рассказывала. Поэтому после покупки, что я первое делаю? Во-первых, сутки их не убираю, вот эти пакеты, в которых они продаются. После этого я снимаю пакеты и протираю листики водой с зеленым мылом. У меня вот такое зеленое мыло. Можно применять любое. Фирма, неважно, какая у зеленого мыла. Я разбавляю зеленое мыло пол чайной ложки на стакан воды. Это где-то примерно 200 мл. И просто каждую орхидею протираю отдельно ватным диском. Я это уже миллион раз рассказывала, но спасибо вам огромное, за последнее время появилось очень много новых подписчиков и очень много юных, молодых, только начинающих орхоманов. Поэтому рассказываю подробно еще раз. Простите меня, дорогие подписчики, которые со мной уже больше года. Ну что ж, приходится повторяться. Протираю листики с 2 сторон. Хорошо стараюсь протереть пазухи. У меня есть микроскоп, я всегда проверяю на какую-то живность. Пока я не увижу живность, я никогда... Вот принесла орхидею и начинается. А давайте ее обрызгаем фитовермом, а давайте актарой. Я ничего этого не делаю.
Пока я что-то не заметила, что-то не увидела, я никогда не травлю лишний раз растения. И никогда сразу не пересаживаю. Причем можете спорить, можете говорить, что у вас это все получается, и все это отлично, и все это работает. Я никогда не протираю листья орхидеи спиртом, водкой, зеленкой, нашатырем. Ну, спирт и водка – это как будто бы от клещей. Давайте опираться на мнение все-таки профессиональных биологов, которые говорят: я не профессионал, но я всегда стараюсь услышать, прочитать, увидеть профессионального биолога, который подсказывает, почему нельзя протирать водкой и спиртом. Устица, которые есть у листа орхидеи, они обжигаются и могут закрыться. И это нехорошо для орхидеи. Поэтому в целях профилактики от клеща я этого не делаю. Увидела клеща, купите микроскоп. Он не так дорог. Он всего на Алиэкспресс стоит 200-300 рублей. Я вам оставлю видео, в котором я показываю все свои микроскопчики. У меня их 2 и даже 3. Лучше купите этот микроскоп и смотрите. И когда действительно есть надобность в том, чтобы полечить орхидею от каких-то вредителей, тогда да, безусловно, это нужно делать. Но просто так я никогда этого не делаю. И о пересадке. Я не пересаживаю растения сразу после покупки. Тем более зима, тем более холодно. И рассказывала я вам 1000 раз об этих стрессах, которые орхидеи переносят, пока доезжают к нам, даже из Польши. Сначала в Москву, потом к нам в Ростов. В темноте. Это большой стресс для орхидеи. И мы ее приносим и начинаем сразу: корни такие, не такие, мокрые. Да высушите вы эти корни. Посмотрите, какие они, когда будут сухие. И поливайте по краю горшочка. Вот так я поступаю с орхидеями. Единственное, что я делаю, и покажу я вот на этой орхидее. Да-да-да, кстати, забыла показать вам ее название. Ну, бирочку, как всегда, я убираю. Название у нее вот такое. Название вы видели. Переводится это название, но я просто в интернете посмотрела, можно перевести двояко: или «Карибская мечта», или «Карибский сон». Ну, как кому больше нравится. Красивые цветы с какими-то 2 лепестка розовых, 3 лепестка желтее. Ну, видимо, она выцветает, но вот такой цвет при распуске бутона. Красивая очень орхидея. Она одновременно и яркая, и нежная. Все орхидейки в хорошем состоянии, все 3. Поэтому единственное, что я делаю, когда приношу, я убираю немного грунта от шеи. Ну вот, казалось бы, здесь видно пожелтение листа. Причем пожелтение от шеи. Но видели, я убрала грунт. И вполне возможно, что этот влажный грунт дал такое пожелтение. Поэтому я сначала вот так немножко уберу грунт от шеи, чтобы дать ей туда проход воздуха. Засыпана она была очень сильно. И понаблюдаю за орхидеей. В этом может быть ничего страшного. Это практически еще ее молодые, но уже не фласочный это лист, но молоденький лист. Вот так обязательно, вот сейчас покажу вам, виднее, в пазухах даже насыпан грунт. Вот это все нужно убрать, чтобы к шее был прямой доступ воздуха. Даже отсюда немножко убираю. Этого ненужного грунта. Здесь мох, он очень влагоемкий, явно орхидея ехала во влажном состоянии. Ехала она не один день, и где ее перегружали, там тоже могло быть очень холодно.
Поэтому просто наблюдаю за орхидеей. И если есть вот такие сухие кончики корней, я их просто срезаю, убираю. Не дорезаю до живого, поэтому ничем не обрабатываю. Сейчас аккуратно. Вот здесь тоже тяж. Но видите, он такой высохший, ломкий, что он просто сам отвалился. И еще один корень, который я вижу. Вот он, гниловатый. Я его тоже отрезаю. Ну, так я сделаю во всех 3 орхидеях. И смотрим на корни. Вот есть какие-то кажущиеся гнилые корни. Остальные пока не просохли, и пока больше я ничего плохого у орхидеи не вижу. Ни у этой, вот это уже начала просыхать, ни у этой. Причем у этой даже были раскукленные корни. Вот здесь один корешочек, вот здесь есть корень растущий. Вот растущий корень. Не факт, что они... Вот еще один. Не факт, что они продолжат расти, но пусть пока живут в своих покупных горшках. Поливаю только теплой водой по краю горшка. Вся водичка, которая стекла, может у меня здесь постоять в этом поддончике минут 15. И воду я потом сливаю. Даже если есть там торфяной стакан, в этом нет ничего страшного. Не надо ковырять орхидею, раскапывать ее, доставать этот торфяной стакан, а потом опять закапывать. Она прекрасно выживет с торфяным стаканом. А вот сейчас на примере этих 2 орхидей я вам это и покажу. Так, этот мы мусор убираем. Вот это тоже новая орхидея, это тоже покупка. У нее нет названия, у нее стоит только номер. Не подсказывайте мне, я не могу зайти по номеру и посмотреть название орхидеи, не получается. Человек должен быть зарегистрирован. Здесь тоже очень много, очень глубоко засыпана шея грунтом. Этот грунт я тоже буду весь убирать. Вот такие сухие фласочные листья обязательно тоже буду убирать. Но я вам хочу показать, хорошая тоже орхидея с хорошим тургором, все сделано. Все это я сейчас приведу в порядок, как я показывала вам на той орхидее. Не буду я на 3 орхидеях все одно и то же рассказывать. Я вам не это хотела показать. Я хотела показать вам вот ее цветы. У нее такой нежно-лимонный цвет. И когда я ее рассматривала, стояла, думала, купить мне ее и не купить. Да, мне последнее время очень нравятся желтенькие такие нежненькие орхидеи. Я вспомнила, что я же купила одну желтую орхидею, практически с такой же губой, там смотрела фотографии, похоже, не похоже, но все-таки решила ее купить. Когда пришла домой, я поняла, что она чем-то похожа. Ну, чем-то. По губе похожа, но это более яркая. В магазине мне тоже казалось, что здесь у нее белая около губы, потом нежно такой лимонно-желтая цвет. Ну, это уже немножко выцветшие цветы, а здесь яркие, более яркие и не выцветают эти цветочки. Эту орхидею я вам показывала, покупала ее тоже, это GMP, тоже в Леруа Мерлен. Я ее вам показывала 10 декабря. И говорила, что это вот эта желтенькая орхидея, это будет самая проблемная. У нее всего 3 листика, там непонятные какие-то корни. Тоже у нее написано тест. Я поняла, что эти орхидеи разные, но даже на губе, здесь нет усиков у нее на губе, а здесь такие чудные. Ну, небольшие, но есть усишки. Ну, в общем, 2 орхидейки разные. И что же я хотела вам показать? С этой орхидеей ничего не случилось. Она действительно не оказалась проблемной. У нее, правда, первый цветонос уже засыхает. Вот так, когда засыхает цветонос, когда он полностью засохнет, я его обрежу. Цветочки она тоже потихонечку начинает и со 2-го цветоноса сбрасывать. Но что я хочу вам показать у этой орхидеи?
она немножко перевешивала, поэтому я, как всегда, положила камешек. Ну, не волшебный этот камень, конечно, нет, к этому не имеет никакого отношения, я надеюсь. Но посмотрите, чуть больше месяца прошло с покупки. Поливаю только по краю, шею освободила. Больше ничего не делаю, никакими фунгицидами, ничем я не проливаю этот горшок. Обыкновенная чистая вода. Камень лежит исключительно из-за того, что она перевешивает. Но и в горшке у нее также уже появились молодые корни. При том, что у нее есть гнилой корень. Он ей жизни тоже не мешает. Потому что очень часто пишете: а я там вижу один гнилой корень. Мне его вытащить, мне его убрать, мне пересадить по этому случаю орхидею. Вот он, гнилой корень, вот такое количество корней она уже нарастила. При этом начала выпускать. Сейчас постараемся взять камерой. Вот идет молодой листик уже. Вот он. Начал расти молодой лист. И вы знаете, что я у нее еще нашла недавно? Сейчас поворачиваю в эту сторону. И вот смотрите, между вот этим сухим корнем и вот этим от шеи пробился маленький листочек. Я думаю, что на нее начала расти детка. Поэтому она и засушивает цветоносы и сбрасывает цветочки. Вот он еще крошечный, крошечный, но растет. Так что, кто пользуется моим методом после покупки, и вы знаете, я в этот раз стояла в магазине, мы долго ждали разгрузку машины, ко мне подходило очень много людей. Огромное вам спасибо, что вы меня узнаете. Я, конечно, не всех знаю. И просто рассказывали свои истории с орхидеями. И кто-то мне из моих подписчиков рассказал, что раньше, да, прибегала, пересаживала, и очень часто орхидеи погибали. А теперь не пересаживаю, и орхидеи живут, растут и радуют. Чего я вам тоже желаю, чтобы ваши орхидеи вас только радовали. Покажу очень скоро. Я с вот этой покупкой купила еще одну орхидею, но я еще за ней понаблюдаю пару дней и тоже вам ее покажу. Там есть некоторые проблемы. Но может их и не будет. Но все равно покажу, конечно. Тоже очень интересная орхидея. Так что до новых встреч! Увидимся на канале.